Всем добрый день, дорогие подписчики! В сегодняшнем ролике я бы хотела ответить на один комментарий, но данный комментарий относительно часто звучит на моем канале. Итак, читаем вопрос. Доброго дня, Наденька! Спасибо за ваши полезные советы и рекомендации. Скажите, пожалуйста, как перебороть себя и равномерно распределять нагрузку на ноги? Стала замечать, что, боясь боли в больной ноге, все время нагрузка переходит на здоровую ногу, хотя боль уже терпимая. Помогите. Заранее благодарна за ответ. К сожалению, это часто встречаемая проблема в первые недели после операции, либо после травмы. Сейчас мы говорим об операции на ногу, будь то колено, будь то бедро, либо голеностопный сустав. Действительно, такая ситуация имеет место быть, и такая ситуация называется реакция защиты. То есть, когда пациент сознательно, а потом уже и бессознательно пытается защитить свою травмированную ногу и переложить, в общем-то, всю работу на здоровую ногу. Чем это неприятно? Неприятно это тем, что эта привычка, к сожалению, может остаться и впоследствии, и может привести к хромоте. Сначала действительно больно наступать на ногу, человек защищает свою ногу, ее бережет, но потом уже с течением времени, даже когда боль уходит, даже уже когда можно становиться на ногу, в общем-то, без особых последствий, все равно вот эта привычка у нас остается в нашей голове, она у нас как бы отпечаталась, и человек уже даже, в общем-то, будучи здоровым, он все равно продолжает переносить уже бессознательно больший вес на здоровую ногу, и, соответственно, мы это видим, как человек хромает. В сегодняшнем ролике я вам показываю два основных упражнения, которые вам помогут избавиться от этой привычки. Перед упражнениями я бы вам хотела также порекомендовать, если у вас была травма, операция на ногу, то с первых дней, с первых недель после операции, травмы, старайтесь распределять нагрузку на обе стороны равномерно, если не было какого-то специального совета, рекомендаций со стороны вашего хирурга, врача, который вас оперировал. Если он ничего особенного не говорит, мы всегда стараемся распределять нагрузку на обе ноги равномерно. Что касается упражнений, то первое основное упражнение называется упражнение перенос тела. Это упражнение стоя, ноги примерно на ширине плеч, вы обязательно держитесь, то есть это может быть вот так вот, да, в таком положении, либо вот так вот, в зависимости от того, какое у вас хорошее, либо не очень равновесие. И мы начинаем переносить тело справа налево. Вначале в этом упражнении мы стараемся отрывать только пятку справа и затем слева. То есть каждый раз вы стараетесь перенести вес тела на одну сторону и затем на вторую сторону, то есть на больную и на здоровую равномерно. Затем через несколько дней, где-то примерно через неделю-полторы, мы уже начинаем полностью отрывать нашу ногу от пола. То есть упражнение становится вот таким. То есть это выглядит вот так. То есть вы уже переносите полностью вес тела на здоровую и на травмированную сторону. Параметры – это 10 повторений 2 раза в день. Также вариация данного упражнения, когда пациенту тяжело, все равно тяжело дается это упражнение, мы рекомендуем такую небольшую вариацию данного упражнения с закрытыми глазами и с такой концентрацией на выполнение данного упражнения. То есть то же самое, стоите, получается, ноги на ширине плеч, мы закрываем глаза, то есть в этом упражнении лучше, конечно, хорошо держаться. Мы закрываем глаза, вы стоите, да, как обычно, и вы начинаете потихоньку немного переносить вес тела справа налево с закрытыми глазами, но при этом вы полностью концентрируетесь на переносе тела. То есть вы стараетесь слушать свою боль, слушать свои ноги,
то есть до какого уровня вы можете перенести вес тела. То есть это, в общем-то, по сути, то же самое упражнение, только оно выполняется с большей концентрацией, да, в тишине, то есть чтобы пациент, как сказать, чтобы он почувствовал вот этот перенос тела. И второе упражнение, которое мы добавляем, если с первым упражнением все равно мы видим, что человеку тяжело дается перенос тела. Второе упражнение – это упражнение «Военный шаг на месте», то есть опять же вы стоите, и вы постепенно начинаете поднимать одну, вторую ногу. На начальном этапе мы поднимаем ногу только на носочки, видите, на носочек, но все равно мы остаемся в упоре на двух ногах. То есть независимо от того, какая у вас нога травмирована, какая здоровая, мы начинаем делать поочередно. Потом постепенно, как только вы чувствуете, что вы в состоянии оторвать ногу, мы начинаем отрывать ногу. И мы стараемся с каждым разом все выше и выше поднять свое колено. То есть полным упражнением считается, когда человек-пациент в состоянии полностью оторвать ногу от пола и сделать вот такое движение. В этом упражнении следите, пожалуйста, чтобы вы не переносили очень много, не давали большую нагрузку на руку, то есть здесь мы просто придерживаем свое равновесие, да, свое тело. Вся основная нагрузка, что в первом упражнении, что во втором упражнении, должна переходить полностью на ноги, то есть ноги работают, не ваша рука. Параметры данного упражнения – это также 10 повторений 2 раза в день. Я очень надеюсь, что данные упражнения вам помогут научиться более правильно и равномерно переносить вес своего тела во время ходьбы. Если у вас остались вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, пишите по данным роликам. Прощаюсь с вами всем до следующих видео. Всем пока!